Ну, что вот вы сейчас мне хотите сказать? Я не знаю, что вы, но я хочу вам сказать здравствуйте. Здравствуйте, YouTube. Всем привет, с вами, как всегда, я, Леха. Да, канал Хард Плаву. Значит, решили сегодня посмотреть. Только что вот буквально час назад вышел ролик у Димки Масленникова «Ужасная ночь на заброшенном корабле-призраке. Вторая часть». Понимаешь, пожилой шок испытан. А может быть что-то очень интересное. Потому что, скорее всего, реально что-то там произошло, либо что-то их зацепило в первой части, они решили второй раз поехать, я думаю, не просто так. Напоминаю всем, то, что ссылочка на Димана будет внизу в описании. Также, ребята, не забывайте, то, что стримлю я на канале Vast. Эта платформа так называется, а канал называется Hardplay на Vast, на этой платформе. Ссылочку тоже оставил внизу в описании, заходите. Добавляйте каналчик в избранное. Желаю всем приятного просмотра, хорошего настроения, ну а мы... Ну, как говорится... Ой. Дима Каигроманов и Парапатронов приехали на съемки проекта Ивлеевой на корабль в Геленджике. А кто такой Каигроманов на съемке проекта Ивлеевой? Предыстория для этих. Я понял. Все, я невнимательный. Сейчас увидишь, услышишь и почувствуешь. Какой масштаб, и все просрано. Спасибо, Мить. Что это? Работники корабля... Бля, секунду. Видели реакцию? Спасибо, Мить. Знаете, на кого реакция? Сейчас разрывная будет, разрывная! Помните пятый элемент? Корбан, детка! А? Это же он! Корбин, детка, в чем дело? Корбан, милый, я... Такой копия, это реинкарнация, браво просто. Это и сразу просто, да. Ой, все, тихо. Что это? Даже голос Работники такой же. корабля рассказали Диме о странных явлениях, которые там происходят. Но дальше... Кстати, прошу оценить, я сегодня загадочный. Как вы видите, свет как бы исходит, но я как бы в темноте. Ну, я думаю, что тут проблема не в свете. То есть загадка... Загадка дыры! Вы знаете. Ощущение, что за дверью кто-то ходит. Кстати, кто не смотрел первую часть, посмотрите Группе или у Димы, меня, или у Егорика Димона на и канале. Даника удалось записать следующие странные явления. Шаги на палубе. Были такие случаи, что, допустим, я сплю, ложусь спать в каюте, Надо поддать звука. и явно кто-то идет по судну. Потом явно слышу, шаги тоже. Так вот, прямо по коридору идет человек. Шаги в машинном отделении. Что это? Ну, я все равно думаю, что это металлические конструкции, тем более заброшенные, ну, дают какой-то звук. Я почему-то вот этого придерживаюсь. Движение карт. Давайте, может, мы здесь... Вот здесь есть игральные карты. Карты, точно. После разбора отснятого материала был сделан вывод о том, что, скорее всего, на корабле кто-то был. Прикалываться, чувак. Под нами приказ карты разбросан. Ребят, мы не одни на корабле. Кто-то еще здесь есть 100%. И в этот момент просто необходимо воспользоваться старым добрым дедовским способом, либо просто советом от канала Хард. Гей? Заходишь ты такой на корабль, он весь прям призраками, и ты такой: ой, как страшно! Ой, я в каюте номер 5. Я в каюте номер 5. А сам, но ты же помнишь, дедовский, добротненький такой, наполированный обрезик. И вот так вот аккуратненько крючочек. Ой, страшно, как страшно. Да-да-да. Потом малейшие шаги, ты только... Пам! Просто. Все. Никого на корабле нету, да. Заодно, кстати, можно узнать, кто ходил по коридорам, если это кто-то живой. Да. А это охранник поссать пошел.
Но как он перемещался по кораблю незамеченным, остается загадкой. Это вот, да, вопрос. Было принято решение вернуться на корабль. Так, я в наушниках. А все у меня там. А, так они это недавно снимали, 20.02.22. Было бы эпично, если было бы, да, 22.02. Слушай, это, наверное, свадеб, да, было тоже до херовой матери. Слышно меня хорошо? Тебя слышно хорошо. Сейчас мы проводим тест звука, насколько слышны шаги. Если услышишь шаги, дай знак. Кто ходит здесь? Блять, что это было? Эй, кто-нибудь есть? Как будто правда что-то происходит. Твою мать. Вообще никак. Когда ты здесь сидел, прям рядом с тобой кто-то ходил. Что-то интересное намечается. Если уже сам Димон говорит, то что-то там, значит, там какая-то бабайка. Запись, судовой журнал. Я не помню номер. Я ничего не понимаю. Тут постоянно темно. Не было ни единого восхода солнца. Постоянно кто-то ходит. Я уже перестал обращать Кстати, история внимание прикольно на это. сделана. А главное, я не могу покинуть корабль. Я не понимаю, что происходит, как будто что-то запрещает мне. Я физически не могу сойти с корабля. Господи, где я? Прям на историю какого Дэвид Джонс похоже, реально. Там раз в 10 лет. Казалось бы, причем. Ну что, друзья, вы набрали больше 1 миллиона лайков. Я бы даже сказал, по-моему, 1 300 000. Поэтому мы выполняем свое обещание и возвращаемся сюда. Ну, это 10 баллов. Мне было нереально страшно, но я думаю, ну, на в выпуске это было видно, насколько. И причем я пытался сдерживаться. Я пытался сдерживаться, но я все равно не мог сдержаться. Вот, я реально слышал шаги. Это 100% были шаги, 100%. Я ни с чем это не перепутаю. Это 100% шаги, Слушай, да. Дим, ну мы много где с Мочи. тобой были. Причем по всему миру. И так страшно мне никогда не было. То есть опыт все-таки есть, но вот эта жуть, вот эти звуки, которые никак нельзя объяснить. В первые минуты я вообще не понимал, что происходит. Потому что, ну, настолько явно это происходило, что, ну, это не могло соединяться с реальностью как-то. Зная, что тогда я слышал шаги, и мы опять сюда вернулись, мне страшнее вдвойне. Прикинь, мы на корабле. Не думал, если честно, что вы наберете 1 миллион так быстро. Но я думаю, что 300. если сегодня ночка будет жарко, 1 300 000 лайков, это вообще забейте, это очень жестко. и мы вдруг подумаем вернуться еще раз, то это уже минимум 2 ляма. Минимум 2 ляма. Такое ощущение, что она просто здесь стоит и смотрит на закат. Это Петрович. Петрович! Заводи баркас. Ваш. Прошу прощения. Что это? Это гномики. Голова раскалывается. Ничего не помогает. Я должен собраться. Я должен собраться.
Смотри, как это крипово смотрится, жестко. Пацаны, вы пульс проверили? Да что-то он как-то слишком крепко спит. Человек? Нет, ну мягенько тут. Странно. Так, мы пойдем. Странно. Не думал я, что мы вернемся. Вообще никак. Не думал, что я буду испытывать это снова. Что думаешь по поводу этого всего? Я не ожидала, что я буду участвовать в этом всем. Welcome to club. Так, сегодня у нас вылазка будет немного специфической. Нас 5 человек. Это Денчик, Егорик, Кристина, которая работала здесь на корабле, и Дани, который сейчас снимает. Очень много людей. Мне интересно, что за идею Димон вложил. Давайте послушаем. Мы побольше взяли народу, чтобы максимально распределиться по кораблю. Если вдруг что-то где-то будет происходить, мы можем более оперативно на это реагировать. Давайте сразу распределимся, кто где находится. Я-то, получается, буду, наверное, на кухне с картами. Даник пойдет на капитанский мостик. Егорик в машинное отделение. Ты-то пойдешь в каюту капитана. Ты-то останешься здесь. Ребят, секунду тишины. Это первый раз, когда так тихо на корабле. Даже волны слышно. У меня идеальная тишина в наушниках. Кто-нибудь есть? Я только волны слышу. Ты готова сегодня путь? В смысле, только волны слышу, если чувак в наушниках говорит, что он вообще ничего не слышит. Понял. Участвовать в ролике, потому что ты все-таки была человеком, который больше всего здесь видел. С другой стороны, может быть, нечто. он просто позже сказал. Мы бы тебя поместили в одно из помещений, поставили камеру и посмотрели бы. Меня одну? Да, Правда, с камерой? да. А рацию дадите? Рацию дадим. Хорошо. Кристина, пойдем тебя первую оставим. А я буду с закрытой дверью сидеть, чтобы этот коридор не видеть? А ты пугаешься из-за того, что коридор видишь? Конечно, я буду сидеть в темноте, если там что-то произойдет. Ты здесь работала 2 года, давай. Ну, одна я здесь, честно говоря, немножко боюсь оставаться. Когда все эти вещи стали происходить, когда я здесь оставалась ночевать, я всегда максимально близко к охране занимала каюту, самую нижнюю, то есть мы находились в соседних каютах рядом. Так что, дверь открыта? Реально, я буду сидеть, смотреть в этот коридор? Ребят, я с ума сойду! Нет, это жестко. Ну, правда, ну чё? Не надо. Закройте мне дверь. Ну ладно. Я через дверь услышу звуки, ладно? Ну ладно. Пока. Пока. Рацию включи сразу. Что там? Вот здесь я сидел в прошлый раз. Смотрите, я вам покажу сейчас место, где насос находится. К нему можно подойти с этой стороны, но здесь очень узко. Что это было? Вы слышали? Что это было? Это волны. Это волны, но был удар как будто. Вы тоже слышали это? Да. Это камни. Волна поднимает камни, камни бьются о борт. Может, это камни тогда? Блин, ну на одни и те же грабли знают же то, что накручивать
Типа, ну такое. С самого начала начинают Димана накручивать. Этого нельзя делать. Такой звук создан. Да не, ну там отчетливые были ритмичные шаги, ритмичные. Что это? Такой Шаги рандомный. точно были. Здесь явно, скорее всего, волна сейчас подняла камень и ударила судно. Как отсюда можно быстро убежать? Видите, что даже я физически здесь не прохожу. Ну давайте логически подумаем. Мне кажется, что если человек, который сюда пробрался, я бы на месте этого человека прятался бы здесь. Но вот это самый главный центральный пункт управления. Отсюда управляли всеми практически отсеками. В скольких помещениях мы здесь не были, конечно. А еще пойдемте, я вам покажу тайное помещение. Тайное помещение? Тайная маленькая дверь. А что здесь? Да, пишем. Так, уровень отклона корабля. Вот относительно корабля прям стоит, да? Да. Вот. Охренеть. Ты просто Майкл Джексон. Это жесть. Если честно, Егорику не завидую, потому что я в прошлый раз там сидел, и там очень страшно. Сейчас он будет сидеть еще ниже, чем сидел я. Я вниз буду спускаться? Надо будет пересмотреть первый видеоролик Димона. Сколько всего там уровней. Вот это вот интересно. Я вниз буду спускаться? Да. Пиздец. Что за... Я предлагаю, вот это местечко твое будет. Вот это слева от двигателя. Народ. Насколько слышно людей, которые ходят по, допустим, второму этажу по палубе? Не слышно вообще. Машинное отделение звукоизолировано. Замечательно. Просто... Вот это твоя локация. Но ради эксперимента мы сейчас кое-что сделаем. Выйдет Сейчас мне, я уверен, он опять исполнять начнет. 100%. туда, где сидел Даник. Мы сейчас походим по коридорам, и ты послушаешь, слышно шаги там или нет. Потому что у него на видео, прям рядом с ним, Давайте разделимся. где-то это происходило. Очень-очень слышно. Что это? Я вот, допустим, слышу один удар. Я просто слышу очень много звуков в наушниках от каждого. Это реально странно. Слышно меня хорошо? Тебя слышно хорошо. Сейчас мы проводим тест звука, насколько слышны шаги. Если услышишь шаги... По-моему, да, перед дай ударом. знак. Вы это специально сделали? Вы это специально сделали? Что упало? Это что, не вы были? Нет. Это в соседней каюте было? Ребята, что случилось? Ребят, ну вы чё? Я себе, что закрылось, даже не понятно. Смотри на дверь. Ребята, что случилось? Майдей, майдей! Петрович с кровати упал. Если услышишь шаги, дай знак. Ну, это прям удар. Прям удар. Такое ощущение во что-то прям очень плотное, типа двери или стены. Но это не по полу, не по земле, скорее всего. Хотя, может быть. Шаги, дай знак. Блять, ребят! Блять, ребят! Что это было, блядь? Ты посмотришь на камеру, мы вот здесь стояли втроем. А где грохнуло-то? Я тоже не понял. Теперь смотрим. Как с камеры? А что закрылось? Так, Егорик, у нас тут что-то упало, пиз с грохотом. Сейчас мы поймем, что... Тебе, говорит, труп по лестнице катится.
Не обращай внимания, это все нормально. Что это было, и это, тебе скажем. Чуваки, непонятно вообще, что закрылось. Это реально не вы сделали? Я тебе матери клянусь. Блять, что это было? Ребят, я в наушниках, я обосрался, я Давайте посмотрим вот эту камеру. Испугались? Ну точно не эта дверь. Может, ведь? дверь? Точно не эта дверь. А, ну она же закрыта сейчас. Ну вот давай вот сейчас, я здесь встану. Нет, не оно, не оно, не оно. Не оно. Спасибо, ребят. Спасибо за донат. Просто тут невозможно находиться. Тут со всех сторон какие-то звуки. То там капли какие-то, тут какой-то свист, там дыхание. На моем затылке кровь. Я пытался остановить, но ничего не выходит. Все руки в крови, одежда тоже. Теперь понятно, откуда головная боль. Я не помню, откуда рана. Или... Стойте. Тайна это. Тайная маленькая дверь. Что здесь? Чё, блин? Это что такое? Это задняя часть вот этой панели, то есть там, как это назвать, ну там напряжение. Возможно, я сказал какие-то следы. Одеяло. Ну, что-нибудь дать им такое. Вот одеяло. Вот одеяло. Одеяло лежит. Там одеяло есть? Да, тут одеяло лежит. Вы серьезно? Да. Здесь, ребят, не было одеяла. Вот одеяло. Алло? Это... Поехали. Когда ты последний раз сюда ходила? Я не помню. Пиздец. Здесь реально не было одеяла. Я Валера, туруруруру. И я бомж. Прикол, конечно. Я живу на корабле. У меня сейчас сомнения по поводу паранормального, и мне все-таки кажется, что здесь кто-то был. Ну потому Ты что прям- даже Кристина говорит, что он сюда практически не ходит. Прям гений. Да. Бомж какой-то. Сваливаем отсюда. Один из самых важных моментов. Сваливаем отсюда. Слышит ли человек, то есть ты, сидя в машинном отделении, как кто-то ходит по коридорам? Если мы сейчас проверим эту ситуацию и, допустим, ты будешь находиться все еще в машинном отделении, а мы будем по коридорам ходить, и ты этого слышать не будешь, значит, вот те звуки, которые происходили, они были созданы чем-то, что было в машинном отделении вместе с тобой. Егорик, слышишь меня? Да, я слышу. Так, сейчас будем делать тест звука относительно... Бля, прикинь. Егорик! Я такой, Егорик, меня слышишь? Да, слышу. Только сейчас не оборачивайся. Медленно. Егорик, беги! Беги, родной! Представляешь просто, что там начнется? Там как это... Знаешь, этого майского жука в коробочку ловишь, он там... Вот то же самое. Шагов. Готов? Можно так с ума свести. Если услышишь Потом звук, это пранк! то дай знать. Услышал. Че ты услышал? Мы стояли на месте сейчас. Не, я тебя услышал, типа готов. Фу, блин. Приступаем к эксперименту. Кувалды в стену. Это невыносимая хрень какая-то. Не дай бог, не скажешь, что не слышно. Не будет слышно. На корабль. Почему он так часто стал шевелиться? Все судно ходит ходуном, чтобы вы понимали, он просто влево, вправо. За здоровье, Егорик. Что это было, на? Давай, братан. Ребята, вы слышали какую-то музыку? Ну, типа, как не музыка, какую-то, как будто кто-то напевает.
Ну это этот. Когда сейчас? Нет, в самом начале еще. Нет, мы ничего такого не слышали. С правой стороны у меня то Волны, тихо мне какое-то, кажется. то как будто кто-то напевает. Слышь, чтоб напевал. Блин, иногда бьются волны так, как будто кто-то бежит прям. Блять, твою мать. Надо держаться. Это как мы недавно разбор сделали, представляешь, такой, да, это волны, да, в коридор оборачиваешься, и вот этот вот скример. На 5-й минуте, как на последнем разборе, просто. Но в один прекрасный момент они просто начали гаснуть. Один за другим. И я остался в полной темноте. Егорик! Беги, сука! Беги! Блин, мне кажется, он через пол или через стену выйдет просто. Блин, ну это будет очень жесткий. Это не пранк, это прям... Может сердце вообще не выдержать. Егорик. Егорик, ты меня слышишь? Самый главный вопрос для меня, даже если кто-то здесь был, человек бы не смог так быстро перемещаться. Если он не может так быстро перемещаться, значит, этих людей должно быть несколько. А несколько человек, ну 100%, кого-то из них мы бы запалили. 100%. Это выход идет на самую верхнюю палубу, на капитанский мостик практически. Стоп, подожди, здесь есть выход, который наверх идет? Да, на самый верхний катакомбы капитанский просто. мостик. Это пожарная лестница. Так, погодите, тогда получается, Кристин, можно здесь передвигаться? Он закрыт. Он закрыт сверху плотно, то есть тот люк не открывается, но он по факту есть этот выход. А он точно закрыт? Да. Не хочешь лезть? Да хочу. Очень высоко. Не надо туда лезть. А? Не надо туда лезть. Почему? Это сверху можно проверить. Смотри, ну тут высота, ну, этажей 5, наверное. Охренеть! Чё, пацаны? Ебать стрёмно. Это жесть. Че, пацаны, аниме? Прикинь, мне кажется, что там люк открыт. Ну, картинка начинает складываться просто. Мы увидели одеяло. На самом деле, если люк открыт, это либо, я не знаю, какой-то, я не знаю, черепашка-ниндзя там, либо сплинтер, там, знаешь, который там мастерски передвигается по кораблю, там, знаешь, типа. Вопросов очень много. Да, но все равно, типа, есть много еще таких моментов, которые не объяснить. Так, я залез на самый верх. Мародера, что оттуда выносить, ребят? Что, бля? Грохот будет. Что такое? Кристин, так он открыт. Как открыт? Но это как закрыт, только открыт. Он открыт. Он был закрыт. Ну вот, я его... Ты его не откроешь до конца, ты чуть-чуть приоткроешь его на 10 сантиметров. И чтобы потом закрыть тихо. Ну я здесь вылезу. Ты вылезешь в эту щель? А можешь вылезти, мы тебя встретим там. Давай. Егорик, ты меня слышишь? Что, блядь, происходит, я не понимаю. Ребята, вы меня слышите вообще? Егорик, Да? мы тебе на камеру говорим. А я почему-то мне что-то случилось с рацией, она не слышно. Ты выкрути его, может. И я так это только что сделал, ничего не работает. О, все заработало. Погоди, только что. Сейчас, одну секунду, я там просто кое-что услышал. Послушайте звук. Когда станция включается, рация, ну, кенвудовские, там, любые, в принципе, у них такой чик. Такой, как фиксатор, чик. Послушайте. Я так это только что сделал, ничего не работает. Слышали?
Еще раз. Ну, не слышно. Ты выкрути его, может. И я так это только что сделал, ничего не работает. О, сейчас заработало. Бля, я с тобой, брат, в разведку не пойду, ты уж меня извини, но... Нет, нет, с кем угодно, но нет. Погоди, только что рация работал, только что он ушел 2 минуты назад. Но, может быть, Ты просто, слышишь шаги? на самом деле, без шуток, может, просто пацан не знает и, как сказать, ну, просто случайно крутанул. Ну, не работает человек с этим оборудованием. Нет, Серьезно, не слышал? я вообще ничего не слышал, никаких шагов. Ну, послушай, во-первых, здесь какие волны, я не представляю, что здесь можно услышать. Даник, Да. он не слышит шаги-то. А как так? Это прикинь, это он еще вслушивался и ждал шаги. А там у тебя прям явно, вот как будто кто-то бегает. А, перед громким еще, да-да-да, есть звуки. Тук-тук-тук-тук-тук. Давай так, я сейчас к нему сяду, прям пройдитесь по моей команде. Окей, хорошо. Даник, ты меня слышишь? Да, слышу. Мы готовы к тесту звука по шагам. 1, 2, 3. Это без шансов. Я прям сидел и вслушивался. звук происходит здесь. Да. То есть возле Даника кто-то, блядь, ходил. Мы дошли до карт. Даник, смотри, есть хорошая и плохая новость. Какую тебе? Давай начнем с хорошей новости. Ну смотри, мы провели тест звука, вас не слышно. Отлично. А плохая? Плохая заключается в том, что когда ты здесь сидел, прям рядом с тобой кто-то ходил. Потому что других вариантов я не вижу, откуда мог идти звук. Ну, я скажу так, то, что... Ладно, я в конце видео скажу. Наверх, наверх. Ну да, если поддержишь, я вылезу. Видите, оно до конца не открывается. Помогите, Леночек. А кто из вас снизу остался сейчас? Никто. Не, ну тут надо прям физически подготовленным, чтобы одного вылезти. Давай, 1, 2, 3, опускаем. 1, 2, 3. Не, ну чисто физически, вот сейчас, я бы вот этот приоткрыл, крюк бы повесил, там крюк массу дает. Крюк бы повесил, я бы вылез. Так, в принципе, теоретически мы доказали, что можно передвигаться по кораблю через машинное отделение. А кто из вас снизу остался? Никто. Никогда не предполагал такую ситуацию, что... Кто остался? Кто там остался? Во время второй вылазки на корабль группа Дима, Даника и Егорика выяснила следующие факты. Машинное отделение звукоизолировано, а значит, звуки, которые слышал Даник, издавало нечто рядом с ним. Незамеченным выйти из машинного отделения невозможно. Также были найдены тайные ходы, а значит, кто-то все же мог пробраться на корабль. Вместе с этим группа была свидетелем некоторых явлений. Неожиданный удар в коридоре. Если услышишь шаги, дай знак. Звуки, похожие на женский голос. Ну, типа, как не музыка, как будто кто-то напевает. Когда все вышли из машинного отделения,
Дима услышал внизу шаги. Кто остался? Во время первой вылазки группа слышала звуки, находясь отдельно друг от друга. Но ощущение, что за дверью кто-то ходит. Что это? Ребят, мы не одни на корабле, кто-то еще здесь есть 100%. Было решено повторить эксперимент большим составом. Опять пришли. Они опять пришли. Что вам надо? Что вам надо на моем корабле? Что вам надо? Прочь, прочь, прочь! Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь, блядь? Я вот сюда вот просто поглядываю. Секунду, он двигает фонарем? Странно, как будто тень упала, да, с правой стороны. Тоже обратил внимание. Блять, дурак! Это невозможно просто находиться здесь. Невозможно. Я не могу, честно, я не могу. Я не знаю, что за хуйня. У меня вот просто слева. Я вижу таких два, как круга, я не знаю, окно это или не окно, я боюсь подходить, но там оттуда просто разговоры какие-то ебаные. Ну побеседуй с ними, что тебе, какой совет тебе дать еще? Надо дальше идти. А дальше идти. Так, если что, вот я сейчас сделаю вот так вот. Не дай бог тебе, блядь. Где ты советуешь нам провести ночь по отдельности, чтобы, скорее всего, что-то увидеть, услышать и так далее? Где? Это камбус. Камбус? Камбус, кают-компания. Вот если так говорить, я по факту вообще, далеко не суль прям, но вот в такие моменты становится реально страшно. Рубка капитана. Угу. Это вот это место. Угу. Ой, блядь. Ладно, здесь хотя бы не так страшно. Давай, ты с этим хендиком здесь-то орудуешь. Это я на следующий этаж поставлю. Хорошо. Я пошел дальше. И вот там вот за окном просто ладонь какая-нибудь, лицо должно появиться. Что еще? Что еще сделать, чтобы я просто отключился от страха? Что, как тебе? Ну так, обустраиваюсь. Я обошел сначала каюту. Короче, момент есть один. Самое страшное заключается в том, что вот ты сейчас ходил или не ты с периодичностью. Я тоже не понял. Кто ходит над моей каютой? Сейчас никто... Вот когда это происходило? Вот сейчас кто ходил? Прямо сейчас. Тогда это не я ходил, кто-то не ходил другой. Да кто, блядь, другой? Ну, ребята, даже, блядь, я не знаю, но у меня тоже слышны какие-то шаги. Так, я понял. Сейчас я спускаюсь на второй этаж кухни. Страшно, пиздец. Он молодец, один идет. Красава. На скилле.
Пацаны, возле меня кто-то ходит, блядь. У меня есть вот такая штука. Это REM-под, который реагирует на электромагнитное поле. То есть... Если REM-под заиграет, я хуй, конечно. Так, Зажал станцию. По станции прошел сигнал. В момент вызова, я думаю, что я, конечно, не какой-то супер начитанный человек в этом плане, но вполне такое возможно. Хотя стоп. Сигнал-то прошел, но дальше прибор начал работать. Хотя, может быть, он работает определенное время. Пищит после сигнала. Ладно. Я думаю, что от рации. Это все они. Мы попали в шторм. Я должен был сменить курс. Они отказались. Они хотели вовремя прибыть в порт. Это все из-за денег. Мятеж. Они устроили мятеж на корабле. А может быть две кошки на корабле? Может быть. Ощущение, что вокруг меня ходит вот кошка. Попробуй позови. Кис-кис-кис-кис-кис. Киса-киса. Киса. Да в пизду, зачем я ее буду звать? как дела, ребят? У меня все тихо. У меня все тихо. Егорик? Секунду. Секунду. Еще раз. Звук прибора. Как дела, ребят? Это все. Я был прав. Я же говорю, рация даст помехи. Разгадано. 100%. Здесь прям, ну, прочитано. У меня все тихо. У меня все тихо. Егорик? Кто-то слышал Егорика? Егорик? Сожрали Егорика. Класс. У меня села рация. Нет, 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 пожалуйста. Мне просто пиздец как страшно. Я не знаю, что это за хрень, но это похоже на какие-то поршни. Хотя нет, поршни, наверное, не так выглядят они, типа. Я не знаю, что это такое. Насколько мне страшно, от 1 до 100 миллиард миллионов тысяч. Кто здесь? Кто ходит по лестнице? Опять же корабль. Вот в этот звук. Кто ходит здесь? Ребята, вы меня слышите? Прием. Не, я пойду наверх к ребятам. Пизда, я не хочу здесь сидеть. Я, блядь, иду по кораблю один. Ребята! Кто-нибудь?
Да, у меня почему-то рация не работает. Блин, что фонарь этот долбанный. Ребят, я понимаю, что я ушел со своего места, но у меня просто рация в какой-то момент перестала работать. В прошлый раз невероятное тоже количество звуков было. Примерно с часу до 3. Вот 3 часа наступило, полный штиль. Самое жесткое, что было, это да, как будто бы корабль наклоняться стал. Ну, типа, не знаю, может, волна сильная цветала. Вот, и вот когда я рассказывал, что тоже слышал шаги, что как будто по лестнице кто-то спускался. Мне всего это беспокоит только одно. Мы только начали ходить, было прям всего нереально много. Вот это падение непонятно чего, либо закрытие, да, то есть вот этот взрыв просто. Да, очень, я говорю, очень странно. Второй раз мы здесь, и второй раз где-то в 3 часа ночи наступает полный штиль по звуку внутри. Даже вот сейчас мы сидим. Тихо. Это ад. Холодно, жесть. Да. В общем, ребятки, остаток ночи мы просто спали по каютам. Температура опустилась практически до 0 градусов. Мы промерзли в каютах. Вот встали в 7 часов сейчас. Вот такой вот ролик у нас получился. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Потому что ждем масленников. Дальше будет еще интереснее. Они убили меня. Они устроили мятеж. Они за это заплатят. Я заберу всех с собой. Не зашло. Один из немногих роликов, когда не зашло. Я ждал, я очень хотел увидеть, как человек один там именно останется. Можете что угодно мне говорить, крутая идея, крутая задумка, но атмосферу портят вот эти вот, как сказать, это ненужные эмоции, ненужные люди, может быть, даже не мое дело, я не вправе судить, но как обычный зритель скажу, то что один из немногих роликов, когда, наверное, нет. А вот одному туда сходить, как и говорил, это просто, вот это был бы реально контент. Это было бы пушка, гонка, и атмосфера была бы просто 100 из 100. Это была бы, ну, разрывная, просто разрывная. Просто одному взять и пройтись по всему этому кораблю. Вот это было бы, да. Скажу сразу то, что Димон дико просто подогрел желание попасть на этот корабль именно одному. То есть прошлись, проверили весь корабль командой, убрали трап, убрали вообще все, и ночь провести там. Я понимаю, что, скорее всего, прямой эфир оттуда сделать не получится, потому что огромные вот эти вот перекрытия, там еще что-то, но сделать прямой эфир из части корабля можно точно. И вот это будет разрыв. Но это так, чисто тема для размышления. Ну, посмотрю, насколько вы хотели бы этого. Ничего не буду говорить по лайкам, просто если вам зашло, залетите Димона, ребят, поддержите. Все ссылки у него есть внизу в описании. Также спасибо вам за подписки. 37% сейчас смотрят канал без колокольчика уведомлений и без подписки на канал. Братцы, пора это исправлять. Спасибо всем огромное. Встретимся в следующем ролике.